Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз. Конец июля, август 2026. Точка невозврата или 6 шагов к вашей новой реальности. Что изменится до конца лета в вашей судьбе, давайте с вами узнаем. И у нас несколько планетарных транзитов, которые как раз говорят о перезагрузке. 24 июля ретро-Меркурий уже завершает свое обратное движение и переходит в прямое. Стало быть, некоторые вопросы будут ускоряться, а планета Меркурий – это ваша планета-управитель. Но вишенка на торте в том, что на смену приходит ретро-Сатурн, а Сатурн – это строгий учитель, и это у нас основные позиции в традициях, структура, границы и вопросы безопасности. Венера находится в знаке Зодиака Дева до 7 августа, и это время земных энергий, мои дорогие. Как раз в вашем знаке Венера делает нас всех, а вас особенно, несколько более прагматичными. Вот давайте и узнаем. Хотя последняя неделя июля, полнолуние в Водолее 29 числа, совпадает с транзитом Юпитера во Льве. И это яркие события, громкие новости. Итак, 6 шагов к новой реальности. Что вас тянет вверх, а что забирает вашу энергию? Достанем две карты. Что для вас есть прогресс, а что, как черная дыра? Две карты. Вторая карта – отношения. Кто зеркалит вас, кто себя проявит неожиданно. Откуда придут возможности? В чем ваши ресурсы? Давайте с вами узнаем. Это у нас будет третья позиция. Четвертая – что оставить в прошлом, что теперь значения уже не имеет. Важные события и что изменится, мои дорогие. Что важно услышать прямо сейчас. Ну и к чему приготовиться. Помните, что все транзиты этого периода – это как судьба расчищает нам путь. Итак, давайте будем с вами узнавать. Так что же именно для вас прогресс? Шикарно. Десятка пентаклей. Конечно, это карта семьи, дома, непосредственно финансового успеха, потому что по максимуму десятка. Это значит получение денег, у кого-то может быть банально какие-то договоренности по части вашего жилья. И это все успешно. И если мы говорим, это по сути дела реализация ваших проектов, причем как и личных проектов, точно так же мы можем сказать, когда все находится в гармонии и где-то, если откуда к нам приходят деньги, есть такой момент, то здесь вот тоже все уравновешено. Ну, тут правда, Венера в вашем знаке вам помогает. Более того, Юпитер в знаке Зодиака Лев – это прогресс в делах, это прогресс в работе, это ваши новые планы или какие-то амбициозные, ну, как наметки, может быть, которые тоже будут иметь, ну, такой прогрессивные тенденции или, скажем, о скорости, конечно, эта карта не говорит, но если где-то даже не так быстро, но зато уверенно, четко, слаженно и с хорошей программой на будущее. Ну, давайте откроем карту другую, что забирает вашу энергию, как черная дыра. Всегда пятерка – это мелкая карта, как заноза я ее называю. Это карта недостатка, недостаток взаимопонимания. Это раз. И, как ни странно, деньги есть, вроде деньги будут. Это может быть и деньги вашего партнера. Но весь вопрос, как вы договоритесь, как вы потратите, как вы используете свои ресурсы. От того, как вы будете, возможно, по этой карте иногда нам приходится договариваться. Не случайно я сказала, что отсутствие взаимопонимания. Но есть ведь и такой момент, обратите внимание, на карте двое проходят мимо, а они вполне бы могли зайти в один из этих домиков, которые расположены, в которых горит свет. Но они как будто предпочитают именно идти сами по себе. Вот, наверное, это забирает энергию. Нельзя быть самим по себе где-то. Понятно, на своей волне быть всегда нужно. Ну, так это в здравом смысле, да, если мы говорим. Но, видимо, договариваться придется по этой карте, потому что сумеешь договориться, будут деньги. Вот пятерка пентаклей конкретно об этом. А деньги-то вот как раз как будто есть. Финансовый достаток есть. И ведь у кого-то может проиграться банально, когда даже в нашем доме с нашими близкими, к примеру, да, вы хотите купить что-то одно, а ваша дорожайшая половинка желает купить что-то другое. И есть желание, может быть, у вас самих как-то потратить,
да, но, видимо, расчет все-таки, он должен присутствовать. Не совсем это будет тот период, когда мы можем позволить себе шикануть. Вот давайте, что же именно ваш прогресс, что вам помогает? Праздник после победы. Стало быть, есть победа, есть праздник, может быть, есть какое-то конкретное торжество. И так это попутно говоря, если вы, правда, кому-то собираетесь презент сделать, то тогда шиковать не надо, может быть, ограничиться знаком внимания. Но больше нам говорят об успехах. Успехи в договоренностях, мои дорогие, потому что жезлы, дела, работа, бизнес. Здесь могут быть и выгодные контракты, здесь могут быть и важные встречи, потому что это тот праздник, который мы делим с друзьями, как с группой единомышленников. Поэтому я могу сказать, вы не просто победитель, а у вас будет конец июля и август месяц. Будет какое-то победоносное шествие, у вас что-то получится осуществить, мои дорогие. Все-таки очень добрые энергии. Ну ладно, так что же забирает вашу энергию? Очень четко так легли карты, да, никакой путаницы, все по делу, все конкретно. Договариваться придется, если и в этом есть выгода, если вы в этом видите цель. Но рядом нельзя замечтаться. Семерка мечей всегда говорит о чем? О том, что будь внимателен, ну, попутно к сумочкам, может быть, кошелькам, карманам, да, паролям аккаунта, все-таки цифровые деньги. Потому что иногда называют карта вора, хотя нигде не прописано. Но ведь по этой карте есть и другое значение – забрать свое. И нам показан человек, 7 мечей, забирает только 5, 2 оставляет, как будто они не ему принадлежат и они ему не нужны. Но есть вот этот момент, когда договариваться, мы, да, сказали, или когда вам нужно будет подойти к какой-то ситуации, вот, наверное, как этот человек, изображенный на карте. Не случайно ведь он крадется, мои дорогие, ночью. Вполне вероятно, раз он не забирает вот эти 2, он не забирает чужое, но свое-то вот тоже не отдаст. И стало быть, и вам придется, может быть, есть какая-то тема, когда ваша вещь, да, или есть какой-то проект, ваша идея, идею тоже можно украсть, будьте внимательны к этому, потому как возможно, что-то вам, как этот человек, он не получил явно свои мечи, хотя просил, может быть, отдать, ему не отдают. Тогда он принимает решение, и я все равно заберу свое. И тогда вот такой нетривиальный метод, когда он просто крадется и забирает. Поэтому, но к этому потребуется как бы и оставить-то свое где-то нельзя. Поэтому будьте внимательны к вашим талантам, к вашим возможностям. Где-то будьте внимательны, мои дорогие, любимые девы. Я вот предвижу, что тут может быть в вашем окружении какой-то хитрец, который, ну, мягко говоря, желает присоседиться к вашему успеху, к вашим победам. Он точно есть, он точно будет. Причем может кто-то прибедняться, тут может выражаться вот эти 2 карты, то есть как действие конкретного человека, конкретной персоны, который прибедняется, как мы говорим, да. Ой, у меня сейчас все плохо, ой, у меня мало денег, деньги в долг не давать. Вот я тут больше вижу конкретное такое предупреждение. Или вы их увидите не скоро, если увидите вообще. А для кого-то это будет тот хитрец, у которого тоже все хорошо, но это его, может быть, способ заработка, или он постоянно прибедняется, да, вот, или постоянно как будто любит о себе, рассказывает, что ему все время плохо. Кто-то забирает вашу энергию, потому что действует хитро. Будьте внимательны, мои дорогие, любимые девы. Ваш знак критического мышления, по сути дела. Поэтому я думаю, как раз Меркурий 24 числа перейдет в прямое движение. Что такое Меркурий? Мы говорим, это коммуникация в первую очередь. И поэтому вам будет очень важно правильно прокоммуницировать с людьми. И это может быть кто угодно, начиная и, может быть, от ближайших родственников, далеких родственников. Все-таки 10 может свидетельствовать о тех людях, которых мы не можем исключить из нашего общения, но которые ведут себя несколько странно или ведут себе во благо, у них какая-то своя программа. Ну, поэтому у кого-то банально, да, просто нужно именно сохранять финансы, сохранять свои собственные возможности. Не совсем это будет время, конец июля и август, когда вы кому-то помогаете, мои дорогие любимые девы. В это время нужно думать о себе. Это факт. Итак, отношения, кто зеркалит вас или кто проявит себя неожиданно.
А вот кто-то проявит туз жезлов. Вы получите от кого-то новость. Вы получите, возможно, важную бумагу, сведения, с чем это связано или с кем. Здесь может быть решение, карта любви, как ваша собственная, так и человека. Но тут есть какая-то история взаимоотношений, и больше я вижу так. Тут действительно вы, может быть, и ваш партнер, или тот человек, с которым у вас какая-то личная история, которая, кстати, могла закончиться или ссорой. Это ссора, карта изящного завершения, десятка мечей. Или действительно те отношения, которые, к примеру, стоят на паузе, и тогда с тузом жезлом вам может кто-то написать в мессенджере или просто позвонить. В нашу эпоху, да, интернета, это может быть любое сообщение или звонок, или электронное, может быть, как письмо, да, на ваш мейл напишут какое-то сообщение, и, скорее всего, то, что вроде бы, да, было на паузе или подошло к концу, здесь оно может возобновиться с новой силой. Что же, кто еще зеркалит вас? Кто-то может стремиться с вами помириться, мои дорогие, то есть к примирению. Возможно, какая-то история, которая вам, вы видите смысл в продолжении либо какого-то проекта, и вам нужно договариваться, либо же человек тоже, опять же, ну, тут подвояко, мои дорогие. У кого-то может совпадать именно с историей любви, когда тот человек, с которым вы были в личных взаимоотношениях, может о себе напомнить и может поступить вам какое-то приятное предложение. Но я точно так же не исключаю, кто зеркалит вас. Это может быть, вот как раз мы с вами говорили о том, что как черная дыра, энергия, как вот забирает эту энергию, то может поступить какое-то, ну, сообщение от конкретной персоны. И персона будет рассказывать о своей сложной какой-то жизни, о сложной ситуации, причем подходить с таким тонким подходом к вам, может быть, обещая вам что-то, и тогда вам придется тоже принимать какие-то важные решения. Но все-таки давайте еще карту. Тут так вот 50 на 50. Кто зеркалит вас? Аркан Мир. Вы знаете, тут у вас все-таки будет какой-то ваш единомышленник, мои дорогие, это точно. Я не могу сказать, что все-таки все люди братья, увы. Потому как тут больше о персонажах, которые, ну, хитрят напрямую. Поэтому тут и самому не терять бдительности, видимо, придется. Но и есть и та персона по-настоящему, которая за вас переживает. Кстати, тогда, может быть, прежде был период, когда вы, либо вам что-то не нравилось, либо вы не сумели договориться. А ведь примириться можно. Причем это может быть как и с вашей позиции, да, отношение, кто зеркалит вас. Но все-таки мы спросили. Вопрос наш был таков, что кто проявит себя неожиданно. И я вижу, что даже тот человек, с которым у вас, может быть, не договорились, или вы поссорились, не нашли общего языка, примирение абсолютно точно состоится. Как будто по судьбе эту историю еще продолжить. От этого вы не уйдете. И более того, туз жезлов – это всегда шанс. Стало быть, эти отношения не просто имеют перспективу, а в них еще есть какой-то для вас шанс. Как элемент фортуны, мои дорогие девы. Давайте откроем третью позицию и узнаем, откуда к вам приходят возможности. Королева мечей, прообраз Юдифия. Это та, которая как отрезала, так отрезала. Возможности приходят. По сути дела, может быть, это вы в таких энергиях, я не исключаю. В чем ваши именно способности, в чем ваша сила, если мы спросим, да, откуда приходят возможности. От того, что вы именно делаете что-то по-своему и втихаря. Я не случайно говорю об молчании, да, потому что, когда Юдифь отправилась на свой героический подвиг, никто не знал, куда она пошла. И главное, зачем, что она собирается делать. И ей свой план удалось осуществить в одиночку. Да, это будет говорить о том, что вам придется быть, мои дорогие девы, хорошим актером. Кто-то скажет, да, вообще там во мне никакого намека на лицедейство нет. Но, видимо, конец июля, август. Это будет необходимо. Потому что молчание вас бережет.
Когда о вас меньше знают, вы лучше спите спокойнее. Ваши дела идут в гору. Мы с этого с вами начали. Поэтому где-то, видимо, и карта подводит к тому, что ваши возможности именно идут от вас самих, и когда о них не знает никто. Какой-то ваш личный план, который вы можете осуществить в одиночку, это абсолютно точно. Возможно, он будет включать как раз то, что вам придется в этом плане, как что-то переиграть, пересмотреть, как, знаете, разделить 50 на 50 и от какого-то процента, как ненужного. Вспоминаем с вами ретро-Сатурн, да? От устаревшего, от того, что уже какая-то система не срабатывает, вам придется отказаться. Буквально в чем ваши ресурсы, когда вы делаете что-то по закону. Когда вы по закону, если мы имеем в виду или говорим о каких-то документах. Когда вы узнать можете больше правды, может быть, найти недостающую информацию. Но вообще ваша сила – это ваш интеллект. По сути, ведь это карта об интеллекте. По 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. Наступает время идти вперед. В чем ваши ресурсы, мои дорогие? Возможно, вам придется куда-то поехать, и тогда дорога определенная, которую вы совершите, она вам принесет как прояснение какой-то ситуации. Вполне вероятно, это не сама дорога, а это ваше решение, когда вы теперь поступите как-то совершенно по-другому. Будьте готовы на протяжении конца июля и августа быстро переиграть свой собственный маршрут, быстро переиграть свой собственный план. К примеру, о вашем плане, может быть, вы прежде кому-то говорили, и здесь, может быть, внести некоторые коррективы, некоторые нюансы, чтобы уже вы сами, мои дорогие, любимые девы, были непредсказуемы. В этом тоже ваш приоритет, ваша сила, по сути дела, ваш главный ресурс, чтобы вас никто не мог просчитать. В чем ваш еще главный ресурс? А вот то, что я только что сказала. На какой-то процент будет то, когда, видимо, в течение как и конца июля, так и августа, возможно, это будет связано с какой-то новостью, когда вы понимаете, вот я это изменить уже не могу, и мне теперь как нужно новый путь выбрать, или мне теперь нужно действовать по-другому, какая-то история неизбежно закончится, и мы не должны, даже если это у кого-то будет означать, к примеру, вы получили какую-то новость, или вы получаете, окончательное, как вердикт, может быть, это связано с человеком, у кого-то это по работе. Вот тут нужно будет быстро перестроиться, потому что нет у вас как будто ни времени, ни возможности об этом сожалеть. Тут сама судьба будет действовать так, что на смену чему-то одному придут совершенно другие планы, новые, опять же, ориентиры даже, хочется сказать, или новые предпочтения ваши, или новые предложения других людей. Но, видимо, вот интеллект поэтому не случайно. Первая карта, когда вам нужно будет что-то переиграть. И при этом, посмотрите, да, проявить внимание к деталям, проявить внимание к деньгам. Все-таки 4 пентаклей о наблюдении. Поэтому молчим, наблюдаем, анализируем, делаем выводы, интеллект. И, может быть, очень быстро потом вы как устремляетесь куда-то. Или это будет какая-то спонтанная поездка у вас, какой-то спонтанный маршрут, когда вы понимаете, что да, вот именно теперь нужно действовать. Давайте, что такое 13-й аркан? В чем ваш ресурс? 2 старших аркана. 2 аркана трансформации. Можно сказать, вы короли трансформации. Именно в том, что, как я говорила, хорошим актером вам быть придется. Потому что, так или иначе, для кого-то те изменения или как вот трансформационный процесс по башне может быть достаточно сложным, а вы будете себя чувствовать как рыба в воде. Что-то завершается, и для вас, мои дорогие девы, это будет ресурс освобождения. То, что прежде на вас давило, то, что вам мешало, вот благодаря каким-то жизненным метаморфозам, событиям извне или событиям в жизни других людей, которые где-то вас окружают, вам действительно судьба расчищает путь. Создавая, может быть, даже так, какие-то сложности для других людей, и сложности чужие для вас будут означать, что вам тогда никто не мешает. Вам, как возможность приходит,
вот сама по себе какая-то заминка как сходит к нулю, потому что либо человек или люди заняты чем-то своим, либо какая-то история, в которой, может быть, ну, тоже как черная дыра. Уходили куда-то ваши ресурсы, у кого-то финансы, у кого-то помощь, у кого-то время, у каждого по-своему. Это тоже завершается. Поэтому смело можно сказать, что вы короли трансформации, короли интеллекта. Но будьте готовы что-то переиграть, причем сделать по-своему и хитро, мудро. Следующая, 4-я позиция. Что оставить в прошлом? 8 жезлов – это карта скорости, поэтому действительно будьте внимательны к тому, что вы получите какое-то известие, и вы должны будете действовать. Действовать, причем совсем не так, как, возможно, вы планировали в ближайшее время. Для кого-то из вас ближайшее, может быть, время в течение июля у вас уже было что-то запланированное, и вы, уже даже подсчитали или рассчитали, какой-то себе план составили. Будьте готовы свои планы тоже менять, потому что по этой карте мы именно что-то и оставляем. Оставляем даже на потом. Иногда по этой карте мы как временно даже можем переключиться на другие сферы жизни, на другие вопросы, потому что они как будто подождут. И эта карта будет говорить о том, что у вас будет оказия. Всегда по этой карте это именно шанс, возможность, оказия. Назовите его величество случай, назовите как угодно. Но именно в этот момент мы должны оставить не наши те дела, которые мы планировали сделать или чем там заниматься, и переключиться на что-то другое. Возможно, поехать в какие-то инстанции, встретиться с некоторыми людьми. Или тут действительно будет какая-то важная поездка, поэтому будьте еще готовы, к этому спонтанному маршруту, будьте легки на подъем. Так что же вам придется оставить в прошлом? А заканчиваются какие-то барьеры, заканчиваются долгое ожидание, заканчивается то, когда вы долгое время, может быть, как раз стремились осуществить какой-то проект, а постоянно как, на барьеры натыкались, или как дела становились на паузу. Где-то ретро-меркурий очень символично. В каком-то деле вы точно себе скажете: я сделал все, что мог, или я сделала все, что могла, что оставить в прошлом. И, судя по жезлам, это будет из разряда дела, работа, бизнес, документы. Что оставить в прошлом? Конфликты, мои дорогие. Карта Пирова, победа. То есть была какая-то победа, нам так казалось. Мы вроде бы настояли на своем, потом проходит время, мы понимаем, вообще-то это не имеет уже никакого значения. И вот, видимо, будут и такие люди, по крайней мере, для кого-то из вас, когда вам придется договариваться, поэтому и мудрее, и ловчее быть придется. Люди могут тоже хитрить, но вот чем больше вы создадите единомышленников, мои дорогие девы, или чем больше будет людей просто пусть лояльных, либо нейтральных, но не недоброжелателей, тем вы для себя больше сумеете, такой соломки подстелить. Потому что на смену энергиям конфликта должны прийти более уравновешенные энергии, это точно. Но какие-то конфликты остаются в прошлом. Может быть, из-за конфликтов была вызвана какая-то жизненная история, какой-то паузы. И здесь это тоже быстро завершается. Что еще оставить в прошлом? Вполне вероятно для кого-то из вас процесс обучения. Я не могу сказать, что это на 100% оставить в прошлом, но кто-то из вас может столкнуться с тем, что настолько меняются ваши планы. И это может касаться учебы. У кого-то тот проект, когда вы подумаете, даже для тех, кто сейчас, может быть, это вы учитесь, кто-то учится очно, высшее образование получает, кто-то проходит курсы. Вот здесь могут потребоваться новые знания, а совсем не те, которые вы получили или в данный момент получаете. Поэтому у кого-то из вас могут возникнуть мысли о параллельном образовании. Может быть, о прохождении каких-то параллельных курсов, потому что как прежний опыт уже не срабатывает. Вы можете сами ощущать, что мне не хватает как будто знаний. Для вас вполне вероятно, для кого-то, по крайней мере,
когда вы узнаете, что, может быть, в течение августа месяца, как меняются законы, возможно, и конец июля. Вот ведь это карта структуры, по сути дела. И если мы говорили по 8 жезлов, вам придется переписать документ, я говорила, да, или какие-то соглашения, перезаключить какие-то контракты, договоры, может быть, контракты по работе, может быть, и брачные контракты, тут у каждого по-своему. Будьте готовы и к таким метаморфозам в том числе, потому что вот как-то, видимо, складываются, опять же, либо обстоятельства, либо события в вашем окружении или у людей, которые с вами контактируют. Может быть, даже это касается и работы, и личной жизни. Переиграть вам что-то придется иными словами, а что-то либо оставить, отложить, когда в долгий ящик, по крайней мере, в долгий на период до конца лета. Возможно, вы к этому вернетесь, потому что все-таки ретро-Сатурн. И это транзит, который у нас будет длиться до 11 декабря. Поэтому есть те проекты, к которым, возможно, вы потом вернетесь. Но вот именно теперь, до конца лета, вы будете заниматься чем-то более важным, чем-то более как первоочередное, да? И вполне вероятно это будет связано либо с новостью, либо с предложением, или вот как оказия, возможность Его Величества случай. И этого вы не можете отменить. В этом тогда ваши где-то и победы, мои дорогие. 5-я позиция. Важные события. Что изменится? Что важно услышать прямо сейчас. Но тут, правда, вам судьба расчищает путь. Хотя, смотрите, 9 кубков, ведь часто эта карта изобилия процветания. Почему на этой карте всегда изображен один человек? Потому что иногда я называю в шутку, конечно, карта эгоиста. Но у нас все есть, нам ничего не надо. Да и никто-то нам тоже там особо не нужен. То есть это может быть такое время достаточно гармоничное, когда вы правда чувствуете собственную силу и собственную ресурсность. Вот важные события. Видимо, где-то со знаком плюс, безусловно, всегда это очень доброе значение по этой карте идет. Но мы будем говорить, что договариваться нам сказали придется. И поэтому может быть как важное событие, что изменится. Вот вы себе что-то уже рассчитали, просчитали, как вы будете действовать. И вот это будет меняться. И если о договоренностях или о каких-то взаимоотношениях, когда вы могли не планировать какие-то встречи, или будь то это поездка, как и по работе, так и по части личной жизни. А вот здесь, скорее всего, будет какой-то контакт, когда вы поймете, что нет, тут вот мне придется с кем-то еще продолжить как минимум общение, или наоборот, выстраивать новые формы общения, именно потому что в этом есть не просто здравый смысл, а в этом есть еще какой-то финансовый либо успех, либо ваш интерес, мои дорогие. Что же будет меняться? Ваш статус будет меняться. И у кого-то это статус через личную жизнь, у кого-то это статус через работу. Для вас, мои дорогие мужчины, здесь может проходить история, которая связана с женщиной, очень важной в вашей жизни. А для вас, мои дорогие девочки, это могут быть как и вопросы дома, материнства, могут быть финансовые, я не исключаю, вопросы или вопросы работы на дому. Кому-то из вас, может быть, придется или вас это заинтересует, может быть, это уже какой-то проект, который вы начинали, как работа на дому, работа на самого себя. Вот что тут изменится, то вы знаете, тут очень хорошие бонусы по части работы на себя, работы на дому, смены статуса и, возможно, это какие-то отношения. Вот тут правда складывается либо по работе, либо по личной жизни. До конца лета какая-то история, которая меняет буквально вплоть до вашего статуса, меняет ваше качество жизни, мои дорогие, любимые девы. К чему приготовиться? Судьба в чем расчищает путь? А вот есть какая-то история взаимоотношений. Карта ностальгии. Может быть, эта карта будет свидетельствовать о том, что вы не отмените в своей судьбе какого-то человека, который будет вам, я не исключаю, потому что эта колода, тут больше именно доброй энергии в этой карте, когда нам нужно именно и договариваться, и продолжать общение, и судьба расчищает, возможно, путь именно тем отношениям, которые прежде имели некоторые препоны, или вы что-то не могли осуществить. Для кого-то это может быть важная встреча, которая
Она должна будет состояться. Может быть, это планировалось прежде, но прежде этого не случилось. Может быть, у кого-то из вас к чему приготовиться, судьба расчищает путь. Здесь, правда, будут и важные разговоры, может быть, разговоры на чистоту, потому что ведь это карта искаженного восприятия. Вам нужно будет, будьте к этому готовы также, ну, может быть, как минимум с одним человеком. Быть по-настоящему честными. Может быть, и быть честным с самим собой. Спросить у себя, а действительно ли вы хотите каких-то отношений? А действительно ли вы хотите какого-то продолжения? Здесь все же я больше вижу, не должно быть какой-то игры. Ну, давайте достанем еще дополнительные карты. К чему приготовиться? Король мечей. У нас есть королева мечей, и у нас есть король мечей. По сути дела, у нас выпала пара. И это может свидетельствовать о людях, которые знакомы много лет. Иногда как экс или бывший проходит по королю мечей. Или сложная история взаимоотношений, мои дорогие, когда были ссоры, правда, ссоры, либо недопонимания, и к чему приготовиться, то эти отношения будут продолжены. Здесь это не закончится до конца лета, это точно. И если даже у кого-то из вас это слишком сложно, или слишком как-то, ну, то, что вы бы уже хотели подвести под знаменатель, но тогда быстро это тоже не пойдет. Видимо, ретро-Сатурн, пока он находится до конца года, мы с вами сказали, вот в этом в обратном движении вам будут возвращать людей из прошлого. Хотя эта карта очень часто свидетельствует об эксперте. Это люди, которые наделены иногда властью, люди в погонах, иногда тоже есть такое свидетельство. Юристы, адвокаты проходят и врачи по этой карте. То есть мы узнаем через специалистов о себе или какую-то правду, или о том, как работает закон в отношении нас. Мы более, так знаете, прагматично холодны в важных решениях или в подписаниях документов. Вот что будет продолжаться. Тут я больше вижу примирение, искренние разговоры и, может быть, какое-то очень важное согласование. И у кого-то это будет касаться работы, у кого-то личной жизни. Будьте готовы, что это будет продолжено. Потому что к чему приготовиться? Может быть, то, что происходит сейчас, действительно судьба расчищает путь, чтобы меньше осталось вот каких-то нюансов, которые, может быть, произошли и со знаком минус. Но это было в прошлом. Вот вам теперь, уже солнце как будто восходит в этой карте, да, вам придется оставить, может быть, прошлые обиды, может быть, даже оставить то, что вас долгое время как вот вынуждало, да, вроде бы сохраняло, вам могло так казаться, сохраняло вашу какую-то относительную стабильность. Но здесь может сама стабильность как претерпевать изменения, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Мы спросили, к чему приготовиться. Но тут явно есть продолжение какой-то истории. И, может быть, научиться себя беречь и сохранять как-то по-новому. Научиться что-то делать правильно по закону. Или, когда даже, пусть это история личной жизни, да, когда еще предстоят какие-то в последующем согласования, может быть, по имуществу, может быть, по деньгам. А может быть, все-таки, да, по деньгам может быть, но и это могут быть темы рабочие, мои дорогие. Темы, когда придется работать над взаимоотношениями, или те важные люди, с которыми вы будете видеть, что, ну вот они вам нужны для осуществления, реализации какого-то вашего плана, и вы будете готовы. Кстати, очень так методично и прагматично. Когда мы понимаем холодной головой, что, ну, я не могу избежать, потому как мне важен этот человек, и на сегодняшний день нужно продолжать этот контакт. Вот какая-то подобная история у вас может быть. Но вы то и дело можете хотеть, ну, как немножко перевернуть, сменить фокус вот этой истории, ну, как немножко другое направление. Но быстро это не получится осуществить. Я тут больше вижу, это будет продолжено, как по ретро-Сатурну, до конца года. Но это, знаете, тогда
Шаг за шагом ваша уверенность в дне сегодняшнем и в завтрашнем, а более того, уверенность еще и в финансовом успехе, когда финансовые ваши дела, вопросы, в принципе, идут в гору. Это точно, потому что десятка пентаклей. Это, по крайней мере, до конца лета. И праздник после победы. Есть у вас победы, мои дорогие. Причем у вас этих побед может быть как минимум 3. Как и финансы, как и документы, но точно так же и по вопросам личной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.